Всем привет! Продолжаем проходить Tormented Souls. Значит, я открыл дверь в операционной. Там лежит у нас труп, которого нужно как-то поднять, чтобы он у нас что-то с него выпало или что-то надо сделать. Не знаю, давай посмотрим. Так. Ну, один раз меня ударили. По ресурсам здесь две личинки есть, одна большая. Дробовик, 11 патронов, 68 патронов так и 10 заряженных. Угу. Окей. Ладно, пойдем в операционную. Замечательная тут, конечно, атмосфера. Прям очень детально все сделали. Шикардос. Может быть... Да нет, вряд ли тут что-то есть. Так, вот у нас операционная. Вот этот товарищ у нас должен встать. Если я правильно понял. Пока лежит, ну давай, без света я же ничего сделать не могу, выключаем свет. Потом получается, как только он встанет, то этот свет надо резко включить и потом как-то отбиваться. Тело выглядит так, будто перенесло сразу несколько операций. Она уже даже не похожа на человеческое. Кто мог такое сотворить? Он не встает. Опа. То есть надо против часовой пробежать вокруг стола, чтобы его триггернуло. Давай еще. Вот дела. Но текст не меняется. Она как болтала, так и болтает одно и то же. Вот. Значит, дважды или трижды надо пробежаться. Страшно вырубай. Кстати, по-моему, ты можешь маты писать. Попробуй. Попробуй, по-моему, ты можешь маты писать. Так, врубаем свет. Сразу же дробаш. Здрасте. А я чуть не попал? Ах ты, падла. И плохо дело. Бум. Давай мы его чуть-чуть поколотим, пока он не встал. Раз. Два. Три. 4. 5. Все, отбегай. Отбегай. Плохо. Плохо состояние. Ладно, давай лечимся. Что делать? Комбинировать. Одеваем. Делаем. Мать его вынесло просто с дробаша. Он еще живой. Блин. Вот падла какой. Я лучше добью. По крайней мере, попробую. Нет, все. И да, короче говоря, он мне обошелся в целую аптечку. А причем, кстати, нельзя было выбегать из этой комнатки-то. Все двери блокируются. Старые скайпы все еще очень острые. Окей. Из него помогать по ногам. Нет, тут только дробаш. Только дробаш. Его мудохать нельзя, он все равно встает, даже ты его лупишь, короче говоря, монтажкой. Так. Плохо дело. Плохо дело то, что он меня еще раз треснул после того, как я бахнул этого... Не замерзайки.
Ладно, что делать? Пошли. Кабинет анестезии. Ну, без разницы, в принципе, тут как пройти. Поперли, короче говоря. В некоторых локациях после этого инцидента может быть еще что-то, кто-то появился запросто вообще. Так, дай бог памяти, надо мне сейчас двинуть на первый этаж комнату, в коридор. Коридор с... коридор с люком завязанный. О как. Короче, маты можно писать, так что это... я чек. Коридор с завязанным люком. А он у нас находится, получается, вот отсюда. Выходишь и перед дорогой в подвал, по-моему, находится он там. Сейчас сделаем. Вот здесь он находится, этот чувак. Ну там кукла стоит. И там люк завязанный. Сейчас мы туда скальпель ломанем. Только скальпель странно. Веревку не может пережечь зажигалка. Что за хрень? И пилим. Я бы на ее месте туда не лез. У нее и так один глаз вырезали. Она еще прется куда-то. Бойлерная. Она прется в бойлерную. Так. Кто-то скрипит. Ну, свет дали, уже лучше. Патроны для дробаша, отлично. Холодильник, кажется, он вышел из строя. Ну да, по-моему, все вышло из строя. Здесь кто-то жил. А, то, что стоит телевизор и стоит этот, и стоит стул напротив него, поэтому вывод, да. Так, если там вот кто-то впереди ползает, значит что, нужно, возвращаясь как-то назад, учитывая переключение камеры, отстреливаться надо. Ничего стоящего. Где он? Так. Причем расходовать надо пистолетный. Блять, ну кто? Он прямо из темноты меня двинул. Так, добиваем. Он еще плюнуть умудрился, падла в меня. Давай быстрее, лупи по нему. Ах ты, мать твою. Одна пленка. Давай перезаряжаем оружие, все. Берем зажигалку. Вначале искать, что есть. И опять хилов не осталось. Еще один. Серьезно? А откуда он катится? Сверху, что ли? Бля, ну на таком расстоянии, если ничего сделать же не успею. Погоди. Как вот повиннее немножко тут будет. Аптечка, отлично. Аптечек ровно такого количества, которое ты просрешь обязательно. Но их будет тебе хватать так, чтобы, ну, ты держал всегда яички в кулаке. То их настолько немного.
И настолько хватает, что как бы впритык. Ну, типичный survival horror. Так, он, значит, по-любому там где-то тусит. Бля, ни рычажок, ничего не включается. Но он там. Нет, он еще дальше. Блин, надо как-то до подсвечника добраться. Но... Бляха, а он по этой штуке будет ездить? По трубам он поедет? Мне бы его согреть как-то. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай сюда. Я только уберу зажигалку, она скажет, ее начнет глючить, всю телепать, она скажет, я не могу ничего сделать. Проверяю. Да, она не стреляет. Говорит о том, что мне нужно как-то мимо него проскользнуть, чтобы зажечь люстру. И тогда хоть как-то начать отбиваться. Ну ничего, то что тут узенький проход-то. Тихо, блядь. Подвинься, мужик. Хоть куда-нибудь заныкаться. Западный подвал. Я должен вернуться и убить его. Так. Сразу же. Ходу. Дробаш. Бам. Быстрее. Так, давай. Убивать ее. Ему 2 выстрелов хватило. Я понял, принял. Но все равно один раз дернул меня. Похоже, под землей кто-то спрятал множество трупов. Ну да. Плохо, плохо. Мне нужно лишнюю аптечку как минимум где-то искать. Наши любимые записочки. 2 января 1971 год. Мария потеряла еще одного ребенка. Это уже в 3-й раз. Не знаю, где взять сил, чтобы не отчаяться. Ведь теперь мне нужно быть сильным за нас двоих. Состояние Марии ухудшается с каждым днем. Страдает ее тело, но ее разум беспокоит меня гораздо больше. Она совсем не разговаривает, а ее глаза перестали реагировать на свет. Она уже даже не узнает меня и вздрагивает, когда я оказываюсь рядом. Нередко она настолько теряет самообладание, что впадает в истерику и крушит все вокруг. В таком состоянии ее может успокоить лишь укол снотворного. Я знаю, что моя Мария прячется где-то внутри этого обычного тела, этого больного тела. 4 января 1971 год. Ей все хуже. Сегодня, войдя в ее комнату, я стал свидетелем ужасающего зрелища. Она стояла в луже крови и хлестала себя по спине кнутом. Я схватил ее за руки, но она стала сопротивляться и истошно закричала. Я вызвал фельдшера, чтобы он помог мне ввести ей седативы и наложить швы на раны по всей спине. Как же она дошла до такого? Что происходит у нее в голове? По крайней мере, этой ночью она будет крепко спать. 10 января 1971 год. Господи, что же я наделал? Мария, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Бабу, короче, вообще там поперло по страшной силе. И все, да, короче говоря, я больше никак вот по этой комнате не мог. Ничего ж такого даже подбирать, ничего. Ее надо было в любом случае пройти, и тут даже ничего собирать. Ладно, дальше пойдем в какой-то коридор западного крыла.
Странно то, что нельзя было добраться до того чувака, не включить люстру. Это, ну, он бы в любом случае тебя бы задел, как ни крути. Он же не только костылями, он еще же ежика становится. Ладно, и дальше. Если что, на всякий случай у меня есть аптечка одна. Надеюсь, хилок мы берем еще по дороге. Вдалеке там есть, по-моему. Слушай, как скрипят какие-то металлические предметы. Так. Камера резко переключается, непонятно. Не хотела бы я умереть в таком месте, надеюсь, сейчас он в раю. Может, это женщина. Тело не очень большое, я думаю, что это женщина. Так. Угу, у нас 2 коридора. А этот вообще не работает дверь. Странненько. Вообще никаких взаимодействий. Ну, я не знаю, может потом ее откроют. Просто лично для меня. Но тут вариант только один. Надо как-то свет зажигать. Патроны. Тоже хорошо. Пускай их будет много. Где-то с левой стороны по прямой там кто-то ложкается. Какая-нибудь тварь выскочит. Я как-то немножко себя уютнее чувствовал, когда я бегал по этим, как по небольшим комнаткам. Какая-то рука что-то в туалете лежит. Не хочу ее трогать, говорит. Почему-то решили эту фразу не переводить. Подумаешь, руку забыли. Аптечка. Отлично. Немножко хилов. Замечательно. Такой металлический переключатель. На нем какие-то символы. Такой переключатель у нас один из трех фигурок был шестигранный. Там, где статуя, почти под ней, в подвальчике. Хорошо. Но когда я первый раз сюда подошел, я его не заметил. Когда из комнаты начал выходить, он поблескивать начал. Ёб твою мать! Кто-то спрятал внутри труп. Суки. Бля, браво, браво. Давненько меня скримеры не пугали. Уже много-много лет. По такому это устроится, что-то не могу понять. Так, хотя бы свет. Слушай, это, по-моему, то самое, где я не могу взаимодействовать. Итак. Бля, кто-то прется. Я буду тут стоять. Ну, вас нет. Это этот какой, инвалид без ног. Он плюется. Добиваем. Стандартненько на каждую. Что? Ты вольтаби смотришь? Тоже бы, наверное, да, перетрухал. Не, серьезно, у меня сейчас просто, ну, как бы звук хорошенько сделан. Я что-то просто отвлекся, такой бла-бла-бла, хожу, тут что-то рассуждаю сам себе.
Эта сучка выскочила. Ну отлично, меня поймали на скример, прям мое почтение. Отцы. Так, я вот, значит, сюда зашел, да. Все, по идее, я тут все обошел. Но я бы еще раз внимательнее потыкался в разные предметы. Вдруг я что-то пропустил. Можно некоторые детали пропустить и потом бегать кругами, часами. Ничего не будет происходить. Так, ну вот в этой комнате я точно все сделал. Потом у нас получается коридорчик, поворотом, ну и проход, в который я пришел. Здесь я нашел гвозди, тут тупик. Все. Уперли, короче говоря. Яма. Я думаю, что все-таки это комната, которую... Нет, это не та комната. Это не тот коридорчик, мать его. Лечило. Давай почитаем, пока кто-то там ползет до меня. Медицинский отчет о пациентке клиники. Клиники Винтерлейке. Ну, 6 июня 916 год. То есть мужик про свою бабу пишет в 71 году, а тут 16 год. Доктор Рик Пельтье. Из двух близнецов, рожденных Мириам Моррисет, выжил только первенец по имени Ной. К сожалению, его брат Мафусаил скончался сразу после того, как ему перерезали пуповину. В настоящий момент причина его скоропостижной кончины неизвестна. Будем надеяться, мы узнаем ее, проведя вскрытие. Как можно сдохнуть от вскрытия пуповины? Что за хрень? В смысле, когда перерезают пуповину, ребенок не должен умирать. Я думаю, это подстава. Он прям передо мной. Я понимаю. Насколько далеко он от меня. Мне нужно будет в любом случае бежать к люстре. Бить я его не смогу. Бля, я наткнулся бы, ну где-то рядом, пиздец. От люстра. Бля, я не успел ее зажечь. Тогда мы его тут будем пасти. Строим тут кладбище мудаков. Да дохни ты, ну. Бля, ну каждая падла тебе его успевает присунуть. Ты смотри, какие суки. Дохни. И все, вроде больше никого нет. Так, у нас вот здесь дверь. Тут у меня обшастанный коридор какой-то. Я не успел зажечь люстру. Да и смысл-то от этого тоже было бы немного. Он все равно слишком близко был ко мне. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Касаться этой воды опасно для жизни. Да понятное дело. Я показываю прям то, что все, тут электричество. Так себе получается, мне еще можно сделать один удар, а второй удар будет уже смертельный. Бабу вытаскивает 4 удара максимум. Не густо. Ага, ну ожидаемо, вот она. Подожди-ка. Почему мне показалось, что это шестигранник-то? Теперь надо думать, куда шестигранник запулить. И тут все закрыто вообще было. Шестигранник, а куда мы его запихать-то? Статуя, подожди. Блин, там люк, но он закрытый просто, без всяких вот этих штук.
Давай рассмотрим эту коробочку. Ее можно с чем-то комбинировать даже. Эти вещи не комбинируются. А вот так тоже нет. Комбинировать вот так. Не комбинируется. Давай просто рассмотрим. Какие-то две кнопочки, может быть, как-то нажать надо. Квадрат. Круг, звезда, два шестигранника, треугольник. Не очень информативная коробочка. Переключатель на нем какие-то символы. Так и что? Этими символами ни хера не сделаешь. Надо вспоминать какую-то деталь. Может быть, какой-то триггер, который запустит катсцену. Делать. Поехали с самого начала. Смотреть. Комнатки. Пока не вспомню, куда можно запихать этот шестигранник. Ну, здесь-то... Я здесь поднялся. Здесь не вариант. Так, там проход на более дальний коридор. Тут у нас получается раз комната. Родильное отделение. Родильное отделение. Ну, тут был трупешник, да, в принципе, и все. Здесь спускаемся вниз в подвал. Там только одна дверь такая была подозрительная, но на нее что ли шестигранник использовать, бред какой-то. Давай попробуем. Вот еще банка с этим, с каким-то азотной, по-моему, кислотой или что-то такое. Азотная кислота способен разъедать металлы. Ну, просто вот по логике вещей разъедать металлы это вот так. Ничего не происходит. Ну, это вообще бред, конечно. Такое, наверное, сработало бы в игре Печка Василий Иванович. Открывается. Вот как-то по-другому должно работать. Что дальше? Вот такой же крест повернулся, кстати сказать, там на трупе. Прям один в один такой же, тот же самый крест висел. Она еще сказала, типа, это чувак там что-то лежит. Я бы не стал его трогать. Что-то такое вот непонятное. Экс. А насколько большая вот эта штучка, вот эта коробочка? Просто, ну, она... Ее надо куда-то вставить. Но куда вот вообще, что-то пока идеи нету. Слава богу, то, что я тут народ весь переложил уже, и как бы мне больше не беспокоит, можно своевольно шастать, ничего не произойдет. Надеюсь, если никаких скримеров еще не будет опять.
И по предметам скальпель и коробка. Я думаю, сейчас они основные такие. С ними надо что-то думать. Он был закрытый. Может быть, его открыли. Нет, не открыли. Кстати, какие-то монстры валяются, какие-то нет. Какие-то, по-моему, исчезают. Ну, и ладно. Тут у нас пастор тусил. Как вариант? Да, блин, нет, наверное, тоже. Вариант сходить, положить на кухню эту коробочку. Такое себе, не очень-то идейка хорошая. Ее бы как-то открыть, вот я не знаю. Она как восставший из ада, шкатулка или маршана. Очень, блядь, загадочная и имеет разные кнопочки. Две. Но ты с ними вообще никак ничего. Если, допустим, ее послушать. Нет. Бля, что же мне тогда показалось-то, что там под статуей вот этой вот, там шестигранные углубления. Я прям думал то, что вот сейчас я туда и попру. Коробочку-то эту. Но нет. Это работает не так. Дантиста кабинет. Кабинет дан. О, да-да. Шепеляют там в углу. Решил я напасть. Но вообще ничего не мешает этим трупам вставать заново. Какой-то же момент тоже трупы там Resident Evil тот же самым вставали заново. Только они потом бегать даже не начинали за тобой. Скальпель тоже, конечно, такое себе. Ну, по-моему, с главой только вот стетоскоп подошел и все. Отстань типа от нее. Вообще не квестовая штука. Это я должен как-то снизу открывать. Ну, шкатулку сюда вообще будет бредовая тема запихать. Это не так работает. Так, тут у нас получается дверь с диском каким-то. Ну, какой-то флопик можно вставить. Здесь другие проходы.
был еще коридор, там чувак меня не пускал. Вот, стойка. Заперта, но... Тоже не то. Швейная. Тут у нас комната с сохранением. Блин, ну я, конечно, достаточно много уже сделал всего. Только народу положил. Хотелось бы, наверное, сохраниться, но надо допереть, куда идти вообще. Так, отсюда. Эту комнату с кулачком ударным. Давай дальше. Библиотека. Кстати. У нас в библиотеке... Нет, не тут. Может, в библиотеке что-то есть такое игранное. Тут аккумулятор нужен. Да. Ну, естественно, не подходит. Так, здесь у нас опять пастор, который он тут обедал. Но это же явно не сюда коробочка. Да. Просто я разбит, надо как-то. Ну это чем? Она довольно-таки плотно, кстати, сделана. Надо думать. Так, а я пришел, да, оттуда сзади. Давай тут дальше. Это, по-моему, проход в коридор. Да, главный холл. Так. Давай отсюда, отсюда. Сейчас по дальнему пути пройтись, пробежаться. И по идее все, у меня второй этаж будет осмотрен весь. Так, куда бы эту коробочку поднять? Два хода у нас есть. Ну тут это код с ребусом, не знаю, тут комната сохранения. Вот сюда. О, это вход в операционную. Вот это у нас это что за наблюдательная палата. У нас папочка ходит. Некто в костюме радиационной защиты ходит кругами. Нашла очень любопытный нож. Знаешь, для чего он применялся? То я не знаю очень. Правда, меня больше волнует тот факт, что я так и не нашла девочек. Боюсь, я совсем сбилась со следа. Это не совсем так. Если мне не изменяет зрение, этот нож принадлежал основателям клиники. Использовать такие ножи в операционных давно запретили, но я слышал, их до сих пор применяют при вскрытиях. Думаю, в морге ты найдешь зацепку, которая, возможно, приведет тебя к девочкам. Что-то мне сейчас совсем не хочется в морг. Но так и быть. Если есть хоть малейший шанс найти что-то полезное, я туда схожу. Я слышал, в этом морге проводились какие-то жуткие эксперименты. Будь осторожна. Спасибо вам, отче. Так, морг закрыт, я только оттуда. Мне хотя бы дали подсказку, что типа иди в морг, там может быть что-то найдется. Разок обойти. Этот опять лежит. Но я его не буду триггерить больше. Зачем? Он довольно-таки живучий. Давай, выходим по дальней стороне, получается. Эти. Все не то.
Тут обход. Да, тут чувак. Оп. Проходит. Газетная статья 30 июля 67 год. Благодарю, что согласились дать нам интервью, директор Бертрам Вайлдбергер. Нам известно, что сейчас в вашей жизни, да и в жизни всех жителей Винтерлейка, весьма непростой период. Располагаете ли вы информацией о причинах пожара? Над этим сейчас усердно работают специалисты. К сожалению, на данный момент точная причина пожара нам неизвестна. Что вы намерены делать теперь, когда лишились клиники? Как директор клиники и как человек, который благодарен судьбе за любые сюрпризы, в настоящее время я работаю над обустройством клиники в собственном особняке. Разумеется, это временная мера, и все же к ней придется прибегнуть до тех пор, пока не будет построено новое здание клиники. Сейчас я веду переговоры с великодушными спонсорами, которые предоставляют нам оборудование и мебель. Весьма щедрый жест с вашей стороны, господин директор. Я лишь скромный слуга Господа, моя жизнь посвящена исполнению Его воли. Я, кстати, не замечал раньше эту газетеночку. Но это тупиковая комната. Я не знаю, либо пробежаться еще раз по всем комнатам первого этажа, либо сразу же дуть в морг в надежде, что эта дверь будет открыта. Ну, такое себе, конечно, кстати. Он как шумно едет. Ну давай, что? Че, я не знаю, давай все смотреть еще раз. Это слабо, ходов-то не очень много. К примеру, взять тот же самый Silent Hill Origin, там просто целая клиника комнат, почти всех открытых. Тут не так уж и много. Главное просто запомнить, где что у тебя могло было лежать там, и так далее. Так, там у нас бойлерная. Ну тут туалет, как бы, что тут может быть? Типовая комната. Я не думаю, что прям сразу же не надо просто в морг идти, там просто будет открыто. Типа достаточно было с этим, с отчи поговорить, и двери сразу же откроются. Очень я на это сомневаюсь. Вот здесь почему-то нельзя пройти. Ну как бы я знаю почему, потому что света нет. Куда я пришел? Здесь у нас туалет, я знаю. Познаю коридором. Вот тут у нас... А, тут крест. Ну, нереально. Нет. Не крест сюда подходит. А, точнее, не шестигранник сюда подходит. Блин, что, серьезно, морг надо тупать? Если бы ты к этому мужику вообще никогда не подошел. Ну-ка. Нет. Просто в порядке бреда, пока я тут. Да. Не подходит. Давай по кухне пробежимся, вот этому отделению всему. Она все равно по кругу идет.
Вот у нас в кухне есть вот такой вот волшебный холодильничек, который можно открыть, туда что-то положить. Не скальпель, не коробочку, и даже не кислоту. Послушать морозилку тоже нельзя. Замок не подходит. И жаль. Склад. Склад у нас сквозной. По-моему. Ну тут тоже какая-то табличка нужна. Щель для дискет. Ставьте диск, чтобы записать новое слово. Похоже, этот диск еще на втором этаже пригодится. Ну, тут аккумулятор нужен. Что такое, стул какой-то сломанный или что? Я знаю, что это вольтметр. Аккумулятор. Аккумулятор нужен тоже уже в двух местах. Как и дискетка эта. Я, короче, по кругу прошу. Вот единственное, которая осталась дорога. А, подожди. Всё, я и тут уже был. Ладно, пойдем в морг. Смотреть, а вдруг там просто открылась дверь сама по себе. Это будет не очень, потому что, ну, а если ты вдруг решил к этому мужику вообще никогда не подходить больше? И он тебе не должен совет давать, что со скальпелем делать. Вот как ты должен тогда самому допетрить? Морг. Морг у нас внизу. Ну, морги там хотя бы точно будут ебаки. Должен меня грызть за ноги. Ну вот, я возле морга. Свечки тут горели. Все. Вот написано морг. А заперто с другой стороны. Говорит, в морг сходи. Ладно, говорит, схожу. И все. Шел, дверь подергал. Морг не работает. Может, надо электричество выключить? Я попробую. Вдруг эта дверь какая-нибудь магнитная. Без разницы. Хоть со светом, хоть без. Блядь, что делать-то? Вообще никак она не работает. Коробочка сраная.
Металлический переключатель, ну какие-то символы. Как он работает и куда его надо запихать, чтобы он начал переключать? Хотя бы немного. Может здесь? Нет. Шлем не работает. Не квестовая штука. Единственное, где я не был, это полярный. Еще раз обойти весь коридор. По-моему, тут я подхожу с другой стороны, короче, когда спускаюсь в подвал. Так, отсюда вот я попаду в бойлерную коротким путем. Закрыто. Здесь просто второй подъем. Вот так, не знаю. Коробочка. Не подходит, не подходит. Ну кто бы сомневался, вот серьезно. Она-то немножко шестигранная. Капель, естественно, тоже. Бесполезняк какой-то. Я мог что-то пропустить. Это запросто. И ничего делать нельзя. Ну что, вот за этим шкафом что-то вот как будто есть. Но вот оно никак не хочет с ним взаимодействовать. Ну типа надо, ну может быть, знаешь, там есть же такое, то что там плечом персонаж может толкать шкафы, там тумбочки. Очень часто встречалось в резиках. А все, она уже его как будто даже и не видит. Вот так вот. Что за тень на стене? От волос типа? Рассмотреть нож. Может рукоятку. Ну а вдруг рукоятку надо как-нибудь скрыть напополам. Нет, ни хера. Каждый символ попробую тыкнуть. Так. Активно. Она просто как кнопка.
Нет, с рукой ничего ты не сделаешь, она то же самое все говорит. Я тут был. Да, вот он крест. Я делал. Я мог что-то пропустить вот тут. Мгм. Ну а тут просто ты наверх поднимаешься и все. Запросто какая-нибудь штуковина в виде механизма должна запускаться от этой штуки шестиугольной. Найти бы какую-нибудь такую штуку. Волшебно. Вот там, вот в этом закутке, ты по-любому свет включаешь, просто чтобы взять хилов себе. Все, больше ничего тут не делаешь. Ничего стоящего. Кстати, все часы у них без стрелок. У нас целыми циферблатами. Я думал, может, мало ли, с малым какие-то взаимодействия можно провернуть. Нет? А куда бы ее запихать? Коробочку. И скальпель. По-моему, ничего такого прям из ткани квестового не встречалось. Но здесь манекен. Вряд ли. Нет. Если у тебя только рассмотреть, то это не квестовый предмет. Да. И это не так работает. Я пока не буду записываться. Я вот как только найду решение из этого ада. Так, рассмотреть вот это дело.
Старое фото, я назвоняю. Все. Я везде уже был. Почти. Половину комнат я вошел. Кстати, морг будет сквозным. Он меня туда не пускает. Я не сделал такого. Я потерял какой-то вот, минимум, какой-то вот деталь. Либо где-то что-то я не нашел, не осмотрел. Либо я забыл про какую-то штуку. Ничего не происходит. Ну, что за хрень вообще? Почему ты должен коробкой быть? Или открытие двери использовать? Может, пацану коробка нужна? Всё, пацан не рабочий уже. Бесполезная комната. Единственная комната в Австралии, она бесполезная уже. Думаю, она что-то взаимодействовать будет с этим крестом. Я потерялся. Кстати, у нас есть обожженное тело. А где оно находится? Операционная, второй этаж. Давай попробуем. Хотя нет, там темно. Мне ничего не разрешат с ним сделать. Вариант ей в руку коробку запихать. Но нет. Нет, это не так работает. Бля, где у нас этот челик-то валяется? Ну, пастор будет сейчас по кругу гонять. Нож нашла, бла-бла-бла, и вот они в этом хорошо попиздели, но... Спасибо, говорит.
Я думаю, вряд ли, если его стригерить, как кровь избранных близнецов. Если еще раз этого чувака стригерить, он вряд ли, наверное, что-то еще прям полезного даст, какой-то предмет. Но не должно так работать. Блять, он обратно встает. Пусть лежит, короче. Чем мне с ним биться-то повторно? Зачем? Патроны тратить. Так, у нас вот этот чувак, он или вот тут лежал. Помню, что там... Нет, не здесь. Там... темно. И это сквозная комната. Анестезия меня ведет в операционную сразу же. А, нет, вот. Вот у нас этот чувак. Нет, 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 нет. Он у нас не квестовый. Может, скальпель мобиль-то иметь. Ну, это будет бред, конечно, полнейший. Конечно, ничего не происходит. Тут только ключ нужен. И все. И опять начинается вот эта круговая беготня впустую просто. Ну, просто хер знает, что делать. Был. Есть коробка, скальпель, соскоп этот. Бутылка какой-то химии. Просто он химия какой-то полетел. Так, я отсюда захожу. И открывается. Ну, логично. Конечно, что-то не подходит. Может быть, скальпелем единственное замкнуть как-то. Нет. Идея была, но она не подходит. Здесь просто заперто с другой стороны. Потому что не хотят ничего даже говорить. Ну, тут и не было никаких взаимодействий в этой комнате сохранения. Опять везде близнецы. Везде все атмосферненько. Руки просто трясутся, они не опускаются.
Вот этот, где он? Вот тут. Ну, в этой печи как-то можно что-то вдруг спалить, или не знаю. Ничего. Ну, я по кругу начинаю рассекать. Какая-то херня. Скальпель. Замок. Азот. Ну, просто кислота. Металлический переключатель. Стетоскоп. Но куда запихать этот переключатель хотя бы элементарно? Просто даже никаких этих нету. Я уже все не знаю, 2 раза оббежал. Его просто некуда запихивать. Я рассчитывал, что там внизу, вот здесь, в углублении, есть один из таких форм. Но она, оказывается, крестообразная. Не, ну может быть, конечно. Не подходит. Закрыто. Не знаю, давай перекур, короче. Сейчас я подойду.
Продолжаем. Так. Где у нас генератор не поперли? Нужно будет обратно без света вернуться в комнату, в бойлерную эту. Все-таки надо вырубать электричество, оказывается. Сейчас еще раз проверю морг. Но, по-моему, меня туда не пустят. Закрыто. Она же говорила, то, что типа тут слишком опасно. Я не могу пройти. Мне мешает электричество. Бойлерная там. Где должно сработать? Да, сейчас спокойно идет. Здесь электрический ток больше не угроза. Все, я его выключу. Я не знаю. Сразу. Ну, пойдем, наверное, включим свет все-таки. Потому что тут ни люстр, ничего нету. Придется побегать. Это безопасно будет. Так, сюда, вот сюда. Будет отстой, если именно надо все-таки с выключенным светом в морг попадать. По идее, должно сработать. Раз она сказала, то, что ток ей больше не помеха, значит, должно. Ну-ка, а вот так я могу попасть еще раз? Ну, типа, я отключил там, и она заперта. Ладно,
И по долгой дороге. Беготня, беготня. Проверяет. Ну все нормально. Меня не убило. Так, там морг у нас, а вот здесь что есть вообще? Да. Из клиники исчез пациент с инициалами ГБП. Он находился там на лечении после того, как выстрелил себе в живот, чтобы не угодить в тюрьму. Это произошло сразу после того, как в его доме был обнаружен 5-й труп. Полиция продолжает поиски беглеца в окрестностях клиники. Это уже 3-й случай, когда лицу, подозреваемому в изнасиловании и убийстве, удается бежать из данного учреждения. До сих пор полиции так и не удалось ни разу обнаружить ни одного из сбежавших подозреваемых. 82 год. А это у нас срезка получается, да? Да. Она просто подходила к этой решетке и как будто бы не видела ее. По идее. Теперь поперли в морг. Какой-то зародыш плавает. Куча мусора, вон стоит ужасно. Согласен. Да ё-моё. Водопроводный кран закрыт. И что, зачем он? Пара человеческих ног, накрытых простыней. А на жулька-то дрыгается, кстати. Стопки документов. Тело выглядит так, будто перенесло сразу несколько операций. Она уже даже не похожа на человеческое. Кто мог такое сотворить? Они все тут двигаются. Так или иначе. Так, а тут наверх подъем. Окей, здесь как ты? Дверь не заперта. Ну это как раз тот самый. Да, это подвал, это срезка. Ну все, мне только вглубь этого морга заходить. Нравится? Туда ноги убрались, конечно же. Я думаю, что кто-то должен выскочить, напасть. Сквозь щель в двери сочится кровь, ни за что я не открою. Как угодно. Ага. Вот здесь у нас следы, кстати. Ну-ка давай. Я говорю, какая-то из этих дверей. Ну, точнее, ну что-то можно двигать. Какие-то предметы. Так, ходов. Кабинет для испытаний. Там у нас еще лестница, кстати, была маленькая какая-то. Лучше зажечь. Раз у нас кто-то ползет.
Давай, подходи по одному. Я вон туда в угол зажмусь. Оп. Блин, а на него поползешь, он сразу же тебя ударит, наверное. Там еще одна. Там еще один светильник. Так, уже лучше. А он получается где-то внизу. Только мне прям на скорости подбирается. Все, я его увидел. Я его дробаш-то не одел. Так, тебе такое. И добиваем. Ах ты, падла. Все, состояние плохо. Да, наверное, аптечку. Что делать? Все, он подох. Больше никого нет, кстати. Смотри, такой, похоже, покойник скончался во время медицинской процедуры. Сколько же времени здесь никого не было? А вот этот светильник, он у него можно взять? Нет. Ладно, давай еще раз внимательно все обойдем. Надо вниз туда спускаться. Потом полезем уже на стенку. Слова стерлись от времени, сейчас их уже не разобрать. Очень жаль. А если я еще раз нажму? Здесь вы управились. Странная загадка в одну кнопку. Коллекция книг, посвященных науке. Труп обернут простыню, а сверху кто-то положил цветы. Какие? Какие цветы-то, дайте прочитать. Это капукула или что-то такое. Уже не активно. Ошибись. Личинку дали. Ну, считай, фактически у меня еще одна аптечка в запасе. Коллекция книг, посвященных науке. Вот, наверное, вот эти цветы тут лежали на трупе. 9 июля 82 год. Мне удалось обнаружить секретную лабораторию отца. Она скрывалась за тайным проходом в морге, который я открыл. Эксперимент удался. Я смог воспроизвести состояние Марии, введя ее кровь умирающему пациенту клиники. В медицинском отчете я констатировал его смерть. Его исчезновение никто не обнаружит. У него уже появились первые симптомы. Если все пойдет по плану, вскоре я смогу вколоть первую дозу противоядия. Я отправился в лес в поисках хоть каких-то зацепок, которые могли бы привести меня к моим малышкам. И, как обычно, ничего не нашел. Вернувшись под утро в особняк, я застыл перед дверью комнаты, которая когда-то принадлежала им. Никак не соберусь силами, чтобы открыть эту дверь. Я искренне убежден, что если войду и не увижу их внутри безмятежно спящими, то уже не смогу жить дальше. 1 июня 87, получается через 5 лет аж. Тест номер 25 показал обнадеживающие результаты, но лишь на мгновение. 5 минутами позже подопытный превратился в лужу крови. И все же я не прекращу свои попытки. После 5-летних экспериментов я считаю это прогрессом. Что за цветы-то? Название. Коллекция книг, посвященных науке. Не знаю, правильно ли я сделал, но не думаю, что прям такую подставу разработчики сделают, что ты один раз кнопку
Нажал неверно и все, короче. Чтобы это сработало, понадобится несколько дней. Я готов подождать. Очень давно внутри этой камеры кто-то скончался. Боже, она была совсем еще ребенком. Сортир. Кассета. Эксперимент Рум, 11, 15, 80 год. Я знаю, куда кассету-то запихать. Я помню, что вот таких VHS кассет у них открывалась вот эта штучка. Все. Я пойдем кассету залить. Ну, когда это произойдет, неизвестно. Бред, конечно. Дверь заперта, замок старый, давно заржавел. Но я полил. Это здесь не подходит. Ощущение, что ничего не произошло. Но... Блин, это, по-моему, другая камера. Да, это другая камера. Кто-то скончался. Хорошо, может быть, потом туда надо подойти попозже чуть-чуть. Но я не понял вот эту штуку с этим мужиком, кнопочками у него на голове. Одну кнопку всего нажал и все заработало. Не думаю, что это должно быть так просто. Так, что у меня есть? Кассета и все. Идем кассету посмотрим. Это у нас на втором этаже, как поднимаешься сразу направо. Может быть, эту кислоту надо как-то усилить чем-то, я не знаю, чтобы реагент был пожестче. Палить-то оно палило этот замок, но ничего не произошло. Ну, тут можно кассету поставить. Давай посмотрим. И... Фары. Чувак лежит. Угу. Да ладно, это астрал, что ли? Кабинет испытаний. Так как в морге, что ли? Только что где я был? Только хрен знает сколько лет назад. Это скелет, который валялся. Музычка приятная. Он не раздражает. Похоже, труп принадлежит человеку, над которым проводили какие-то медицинские процедуры. Ничего, что ли, полбашки сильно просто. Нашли, где проводить. Согласен. От трупа исходит зловоние. До 15 числа отмечены все. Календарь. И все. Ему на голову, походу, эту хрень надевали. Вот эта маска. Так, вниз пока не спускаемся. Вот эти вот штуки уже разбиты в этой реальности, где тут закрыто. Подожди, ну тут же проход был.
Вот отсюда заходишь. А, ну тут просто дверь завалена. Я понял. Шкафы передвинулись, а дверь там. И туда тогда вниз. Пионы, жасмины или розы, никак не вспомнить. Она подошла, и внутри затрепетали бабочки. Так, подожди-ка, это не зря говорится об этом. Очень, мне кажется, не зря. Пионы. Жасмины. Бабочки. Она подошла, и внутри затрепетали бабочки. Я нежно прикоснулась к ней и почувствовала холод. Ну, может быть, тут будет ключевое слово «холод». Еле слышно шептал ей поэма. Возможно, ключевое слово «поэма». Ой, это боль, когда разочаровавшись, она ушла. Ну, может быть, боль. Только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Ветер, свет, крик. Свет, крик. Окей. Возможно, это какие-то ключевые слова, из них надо будет, может, какой-нибудь ребус собрать, я не знаю. Так, к мужику мы пока не подходим. Записка. Очередная. 21 мая 69 год. Мы снова потерпели крах. Уже в третий раз у подопытной случился выкидыш. Похоже, ее плацента отвергает зародыши после второго месяца беременности. Мария ни в чем не подозревает, и все же не знаю, как долго мы сможем посаживать ей оплодотворенные яйцеклетки. Несколько выкидышей подряд серьезно подорвали ее психическое здоровье. Коллекция книг, посвященных науке. Все, да? Надо опять что-то мутить с этим. Вот, я в прошлый раз ему на лоб нажал, она открылась. Не работает. И послушаем. Да, в Австралии эта штука вообще сложно открывается, походу. Какая последовательность? Что-то такое вот заскрипело. Не очень громко, но это произошло в этой комнате. Подожди. Рано. Ничего не открылось. Но мне бы прям роликом показали то, что дверь поехала в сторону. Так, пионы, жасмины или розы. Никак не вспомню. Она подошла, и внутри защепетали бабочки. То есть голова, потом живот,
Потом рука, голова, живот, рука. Вот в чем дело. Голова, живот, рука. Шептал ей поэмы, но я думаю, сердце это все-таки не гортань. Сердце. Это боль, когда, разочаровавшись, она ушла. Ну, тут горло и голова. Нет, горло, наверное. Либо горло сердцем поменять местами. Так, голова, живот, рука, сердце, горло. Нет. Голова, живот, рука, горло, сердце. Тоже нет. Разгадка вот в этой записке. Она подошла, внутри затрепетали бабочки. Так вот, ну обычно говорят бабочки в животе. То, что он никак не вспомнит, это скорее всего голова. Голова, живот. Прикоснулся. Ну обычно он прикоснулся, это, ну блин. Может быть и сердце, и рука, да, наверное, холод. Все-таки рука. Еле слышно шептал ей поэмы. Голова, живот, рука, горло, сердце. Голова, живот, рука. Вот так. Нет. Пионы, жасмины или розы. Цветы никак не относятся к этому делу. Никак не вспомню. Но если не вспомню, то это голова. Она подошла, и внутри затрепетали бабочки. Возможно, это сердце. Хотя, по идее, лично по мне, это все-таки живот. Я попробую. Голова, но вместо живота у нас будет сердце. Я нежно прикоснулся и почувствовал холод. Но тут либо рука. Ну а что еще? Ну, живот, допустим. Ну, вряд ли. Голос в животе? Нет. Еле слышно шептал ей поэму. А вот третья, скорее всего, горло, я думаю. Боль, когда разорвавшись от ушла. Разочаровавшись. И только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Блин, горло это тут, и тут тоже подходит горло. Никак, говорит, не вспомню поэму. Потом бабочки в животе, типа. Потом рука, типа, она холодная. Горло и вот так. Вот.
Нет, какая последовательность, а? А еще раз. Пион жасмин или розы, никак не вспомню, но это явно голова. Она подошла и внутри защепетали бабочки. Это живот. Голова, живот. Я нежно прикоснулся к ней и почувствовал холод, но это рука. Голова, живот, рука. Еле слышно шептал ей поэму. Горло. Сердце. Это боль, когда разочаровавшись, она ушла. И только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Голова. Живот. Рука. Про поэмы шептал. Горло и сердце. Нет. Бляха. Там дважды нужно было нажать на горло. Я случайно просто это сделал. Вот уроды просто нахрен. Да. Девка. От которая померла там. Загадка, оказывается, была в том, что нужно дважды горло было нажимать. Горло, сердце, горло в конце. Голова, живот, рука, горло, сердце, горло. Кто вы такая? Не похоже, что вы одна из них. Одна из них? Как ты здесь оказалась? Меня запер в этой камере мой дед и его друзья в странных костюмах. Прошу вас, мисс, вы должны помочь мне отсюда выбраться. Конечно же, я помогу тебе, ты только успокойся, все будет хорошо, я обещаю. Ладно, где твои родители? Папа уехал в командировку, он должен вернуться через пару дней. А маму тоже схватили люди моего деда. Какой кошмар, я вытащу тебя отсюда. Но сперва нужно придумать, как отпереть эту дверь. Как вы собираетесь это сделать, мисс? Ключ унесли с собой люди в костюмах. Но вам стоит держаться от них как можно дальше. Должен быть какой-то способ избавиться от замка без ключа. Скорее, прошу вас, у нас мало времени, мы должны спасти маму. Вытащим тебя отсюда, потерпи еще немного. Ну я там кислоты налил на замок, ну а чё, толку-то? И тут тоже кислоты налить? Запросто. Слушай, чтобы это сработало, понадобится несколько дней. А что если в Австралии? Что вы сделали замком, мисс? А что если в Австралии она очень-очень давно налила кислоту на вот эту вот цепь, и типа прошло там, не знаю, 50 лет, и она все это дело разъедала, только сейчас разъела, и мне теперь в настоящем времени ее получится только открыть. Ну а вдруг? Пролила на него немного кислоты, она разъест металл, нужно только подождать. Надеюсь, кислота сработает быстро, сейчас уже почти догорела. Нужно набраться терпения, малышка, рано или поздно кислота разъест замок. Сейчас нам остается только ждать. Спасибо вам, мисс. Как тебя зовут, малышка? Анна. Анна Вайлдбергер. Я живу в этой клинике вместе с родителями и сестрой. Мы уже раньше встречались? Ваше лицо кажется мне знакомым, но я уверена, что раньше я вас не видела. Вы работаете в клинике? Нет, но у меня есть одно фото. Ты одна из тех девочек? Что? Откуда у вас эта фотография? Сама не знаю, но как раз пытаюсь выяснить. Кто-то прислал ее мне по почте пару недель назад. Пару недель назад? Мой отец сделал этот снимок вчера утром, как раз перед своим отъездом. Вот зачем вы мне врете? Клянусь, я тебе не вру. Все это чистая правда. Что вам от меня нужно? Я просто хочу помочь тебе отсюда выбраться. Я не желаю с вами разговаривать. Думаю, кислота ваша тоже вранье.
Вы не собирались вытаскивать меня отсюда. Анна, ты должна меня выслушать. Мне нужно, чтобы ты доверяла. Я твой друг. Я не желаю с вами больше разговаривать. Анна, послушай. И все, девка замолчала навсегда. Девочка, давно никто не подбирал. А теперь можно будет сохраниться, наконец-то, спокойно. Не знаю, могу ли я вам доверять. Ну да, тетка, конечно, с очень лютой перспективой на будущее налила кислоту на цепь. И, ну, давай подождем 30 лет. Отлично вообще. Так, ну и все, в принципе. Это больше делать нечего. Сейчас нужно будет идти как раз обратно в бойлерную. Ну, через бойлерную в морг, там девка будет. О, вот, и кислота у меня исчезла. Значит, полностью я уже использовал ее. Да-да. Перспектива так себе. Да, 30 лет ждать. Я полностью согласен с этой фигней. Ну, серьезно. Я типа полью тебе, ну и давай подождем. Давай посмотрим, как сохнет краска. Это так увлекательно, типа того. Вот здесь, вот в этой реальности баба бегает, сколько, по-моему, тут? По-моему, тут или 2000 какой-то 10-й, либо это 90-й год, что-то такое. Ну, короче, овер до хера. Так, надо сохраниться по дороге. Я вот не помню, да. Вот тут. Где сохранялка-то, блядь? А, ну да. Вот здесь она. Не, ну шикарное, конечно, предложение. Я полила кислотой, давай подождем. 30 лет. Пищучимся. Я успею под... Сколько тут? Несколько часов не сохранял. И мы все это переигрываем. Дверь камеры заперта, и замок очень прочный. Вряд ли мне удастся найти ключ, так что придется придумать другой способ ее отпереть. Я просто обязан вызволить бедняжку. Ну да, когда какие-то события происходят, она их озвучивает, проговаривает во время записи, ну типа краткое содержание серии. Так. Морг. Кстати, тут у меня срезочка-то есть. Я же ее открыл. Да, дробаш, конечно, у меня убацанный вообще. Ой, фонарик все-таки. У меня дробовик просто 2 трубки вместе скрученные. По идее, ей от выстрела должно руки оторвать просто вместе с этими трубами. Там одну трубку должно вот так вот, как эту розочку, раскрыть. И заодно и руки по кисти поотрывать нахуй. Так, морг. Кстати, из закрытых дверей у меня, получается, остался люк. Я даже знаю, куда он ведет. Вот здесь, в морге. Где-то тут. Вот она, лестница. Она как раз у меня будет... Она как раз им будет вести, короче, на 2-й этаж, да, переговорная. Вот тебе еще одна срезка. Короче, морг, блядь, чуть ли не ключевая комната, что ли. Мужик, ты же не хочешь вставать больше? А, где девка-то сидела? А, вот, все. Ты сюда спускаешься.
Нормас. И у них эксперименты проводились. Так. Конник скачался, процедуры. Ладно. Может, внизу еще раз посмотрим? Прям все так шума нагнетает. Да, что требовалось доказать, замок разъела спустя годы, десятилетия. Она немножко не успела. Бля, у девки, мол, сортир был козырный вообще. Просто стул от днища вырезали и ведро поставили. Охуенный сральник. 15 ноября 1980 произошло нечто весьма странное. Из темноты вдруг вышла какая-то женщина с зажигалкой в руке. Это обо мне. Осветив мою камеру. Сперва я испугалась, но ее черты напомнили мне маму. Она подошла ко мне и сказала, что поможет выбраться из заточения, а затем она пролила кислоту на дверной замок. Ну а нахрена мне это все пересказывать? Ладно. Она показала мне фото, на нем было я и Эмма. Этот снимок сделал наш папа. Женщина сказала, что получила его по почте несколько дней назад, а потом, пообещав вернуться, она удалилась. Кислота сделала свое дело. А женщина была права, просто нужно было подождать. 30 лет. Ладно. Просто нужно было подождать. К счастью, люди в костюмах еще не вернулись. Нужно где-нибудь спрятаться и дождаться возвращения папы. Так себе идейка, конечно. Опа, Степа. Комбинированный ключ, не хватает одного сегмента. Да, я угадал, какого? Та-дам! Теперь надо вспомнить, нахрен йотить. Где у нас вообще эта дверь находится с такими именно символами? Так, возле операционной. Нет, там цифры. Где у нас священник жрал, там, по-моему, пчелы какие-то, что-то такое. Блин, придется заново все обходить двери. Твою маковку. Первая дверь у нас, где этот гермошлем стоит. Там мужик, баба нарисована, а что там за символы, я вот вообще не помню. Таких дверей, по-моему, у меня 3. Карта тут, конечно, максимально информативная вещь. Пиздец. Так, на этаж выше. Вот у нас будет шлем этот стоять. И это будет первая дверь. Все-таки, по-моему, дверей 3 таких. Нет, инопланетяне, короче, ладно, не подходит. Дальше. Но эта штука точно не в подвале. Нет, не тут. Эта дверь, скорее всего, на 2-м этаже. Либо возле операционной, либо в столовка. Местами хорошо то, что ты бегал по кругу. Иногда запоминаешь эти локации. Просто чтобы вспомнить, а какая дверь тебя куда приведет. Так, отсюда мы выходим. Пик. И вот у нас сразу же эта дверь будет. Но нет. Нет, тут цифры.
Значит, в столовку надо пердолить. Столовка. На втором этаже где-то. Давай, пожалуй, вот так пройдем. Да-да-да. Здесь покороче будет. Сейчас вот я, получается, отсюда выхожу. Коридор с этими... А, нет. Ошибочка. Вот этот коридор. Вот сюда заходишь. Значит, дверь здесь. Трапеция треугольная. Нет. А как мне из этого трапецию получить? Если это вообще то. Блин, а больше же дверей никаких нету. Сейчас я поищу столовую, где тут есть вообще. Вот второй этаж, столовая. По-моему, вот такими символами отличают. А, вот еще, кстати, есть один. Еще одна есть дверь. Потому что, ну, тут трапеции, по-моему, ну никак из какой-нибудь звезды вообще не получить. Тут усрись тут. Я думаю, что на ключах должны быть проще символы, чтобы ты там из 3 символов делал вообще другие, ну, кардинальные. Блять, я опять запутался, но все. Вот там еще внизу есть дверь одна. И двери 4 штуки. Если нет, тогда придется что-то с этими с трапециями, треугольниками мутить. Но тогда эту загадку я вообще не понимаю. Типа как из квадрата сделать трапецию. Вот, да. Слушай, здесь как будто квадрат, а здесь треугольник, здесь звезда. Пробуем. Квадрат, треугольник. Ебать, то ли все она открылась. То есть эти, короче, замки работают чисто как визуально у тебя внутри, получается. Одной фигуры, вторая половинка фигуры высвечивается. Я гений. Так, это тоже важно. Там есть какой-то... Вот возле операционной, там дверь, короче. Там написано палка, типа родная единица. Тут немножко другое, как бы. Но это обязательно надо зарисовать. Так, квадрат.
У нас есть квадрат, пересеченные по диагонали линии, круг в центре равно 2. Это ребус. Ненавижу, блядь, ребус. Квадрат. Также линии пересечены, но точка в самом углу. Что-то могло значить. Для чего вообще все это? Ну, барышня тоже логичный вопрос задает. Как и нахуя вообще? Запишемся. Так, а дверки-то 2. Патрон для дробаша. Это супер. И все, да? Больше ничего такого тут нет. Снова главный холл. Я говорю, я должен появиться внутри этого ресепшена когда-нибудь. Вот ответка. Новый администратор сообщил, что несмотря на все его усилия отпилить кассовый аппарат, не предоставляется возможным. Похоже, единственный, кому это удавалось, доктор Шон Мэйр, которого не могут найти вот уже неделю. Я осмотрел его личные вещи и не смог найти ничего, кроме клочка бумаги у него под столом. Как будто кто-то специально уничтожил все его следы. Хорошо. Так, кубики. О. Чик, чик. Вот так. Здесь точка. Ромб идет. Пересечен и точка. Дальше. Это не точки должна работать, что за хрень? Так, и тут еще, да, получается. Слушай, это случайно не циферблат? 3. 8. Возможно, 9. И 5. Почему тогда показывали двойку и тройку? Зачем они тогда нужны? Либо это надо высчитывать, короче, вот там то, что 2 и 3 было рисунком на стене. Учитывая вот эти вот еще 4 рисунка, надо вычислить последовательность вот этих вообще всех цифр. Я думаю, это все-таки тройка. Потом 8. Потом... Что вообще-то к кассовому аппарату относится. У меня вообще 6 символов на 4 цифры.
Если 3, 8, потом... Нет. Тройка. Тройка. Потом 5. Потом третья цифра единица. Еще 5. Нет. Просто из загадки в загадку логически тебя кидают. Почему они 2 и 3 там на стене нарисовали? Здесь 4 цифры мне дали. Вот если по этим цифрам чисто ориентироваться, точку же я не могу прожать. Нули тоже. Нет, нули, да. Точка только не работает. Если взять квадрат за за циферблат, там было вот ровно вот так. Тут либо 9, либо 6. 9 и 5. И 8. Допустим, 6. И 5. Нет. Где там эта херня монтёров? Вообще не так. Тоже нет. Вряд ли. Газета. Ну, все верно. Там, если только есть, то это будет 9. Квадрат 9, ну вот тут 3. Явно 8. 8, 9. 3, 8, 9, 5. Три, 8, 9, 5. Они мне мозги-то ебут, а? Порепать этот автомат нам. Смущает еще вот это дело. Почему вот это 2 и 3 обозначено? К чему бы это все? И в какой момент это дело пихать? Типа 5 и единицу 2, 3 числом. А какое тогда первое будет? И последнее. Как они вообще относятся к делу? Если это вообще цифры.
Бля, ну даже явно не ключ. Может тут вообще треугольники надо считать? Зачем? Сколько линий, вдруг, сколько линий пересекаются в этой точке? 4, 3, так, тут 0, тут, тут 2, тут 1, тут раз, 2, 3, 4. Пойдем потыкаем. Если количество пересечений в клетке считать, тогда у нас первое, допустим, 0. Потом, блин, ну я не совсем уверен, но возможно 2. Раз, 2, 3. Возможно 3. Тут единица. Тут раз, 2, 3, 4. 4. Нет. А что если 0? Потом второе число мы берем то, что висело на стене, там пересечение линий из 2 состоит. Потом дальше идет раз, 2. Ну, тут может быть 3. А четвертое число у нас будет раз, 2, 3, 4. Ну, нет, конечно. Шляпа какая-то вообще. Надо скрывать автомат. Я пока не понимаю, как эта загадка работает. Надо считать пересеченные линии, или же когда они между собой соприкасаются, или грани куба считать, или грани треугольника, если это вообще хоть как-то относится к делу. Может быть, сколько треугольников на точку падает? Типа 4, ну блин, а почему тогда 2 и 3 тогда? Я хочу возле операционной еще посмотреть, что там за замок такой. Такое ощущение, что ключ мне дали универсальный. Да, с треугольниками там что-то беда какая-то вообще. Вот тут палка равна единице. Три, 8, 5. 3. 5, 3, 8.
Возможно, это какой-то клип. 8. Но тут 8 граней нету ни у одной фигуры вообще. Три и 5. Шесть. Вот так. А здесь давай круг попробуем. А вдруг? Твою мать. Количество граней надо было посчитать на указанную цифру. Рано еще сюда идти. Рано. Я еще не сломал эту фишку с кассовым аппаратом. Кстати, там была пчела, да? Был сфинкс. И был еще какой-то символ. Надо считать там, походу, количество лап. У сфинкса, допустим, 4, значит, в центре будет квадрат. Ну, такая вот беда. Просто полюбопытничать. Полюбопытствовать. Так. Инопланетянин. Скорее всего, лап до хрена. Оса. 6. Шестигранник. 6 граней. Рассмотреть. Потом у нас идет сфинкс. Это 4 грани. А если это инопланетянин, возможно, это будет звезда вообще. Запросто. Нет. Что у нас еще тут есть? Круг. Может быть. А там точно шестигранник-то я поставил? Ну да. У сфинкса 4 лапы. Определенно. У пчелы 6. Вот тут, возможно, последний символ. Но не звезда. Квадрат тоже вряд ли. Как будто инопланетянин, не квадрат. Земля, Адам и Ева. Но это вряд ли какой-то намек прям. Можно просто как-то методом подбора, я не знаю. Круг давай запихнем. Звезда была уже. Квадрат. Давай так. Нет. Последний. Нет, значит не так. Ладно, пойдем кассовый аппарат дрючить, я не знаю, что с ним делать. Тут какие-то точки, квадратики. Для чего это, я не врубаюсь вообще никак. Квадраты поделены по диагоналям. Эти диагонали между собой пересекаются. Пересечения, по идее, написаны у нас
Пробуем 0. Либо двойка, либо четверка. Давай 4 попробуем. Потом единица. И 6. Раз, два, три, 4. Вряд ли. 0. Может быть 2. 1 и 4. Нет. 0. Давай попробуем 4. 1. Раз, два, три, 4. Количество линий пересеченных надо считать у квадрата. То есть. Ну ладно, это я взял, хорошо. Покрутить можно там. Количество звезд я бы тоже сосчитал. Это могло бы пригодиться. То есть, короче говоря. Как это работает? Блин, даже. А вот. Здесь на стенке там подсказка висит, то что там квадрат равно 2, то есть там 2 пересечения. У другого квадрата ниже там 3 пересечения, и точка поставлена здесь, на первой нету пересечений. Потом вот здесь у тебя идет раз пересечение, второе, третье и четвертое. Это считается 4 линии соприкасаются в одной точке. То есть 0, 4, 1 и тут тоже снова 4. Все. Вот так-то и работает. Теперь надо шарашить к автомату. Автомат у нас вот здесь стоит монетой. Монету сюда пользуем. И что? Надо определенную последовательность прожимать, что ли? Странная монета с каким-то символом. Чик. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Раз, два, три. И вот сюда. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Блять. Сука драная. Раз. Блять, не так. Ну тут уже какая-то чисто меморина прям. Когда нужно было идти крутить картинки. Переворачиваешь, надо запоминать, где какая картинка находится. Это в этом роде. Пам. Раз. Ага. Раз. Два. Три. Раз. Ага. Ай, блядь, я вторую забыл. Сука. Может записать это как-то, я не знаю. Они голову сейчас будут долго с этим ебать. Так, у нас 5.
Или 5. Так, это ладно. Блин, а как я запишу тоже так адекватно? Раз. Угу. Раз, два, три, 4, 5. Кстати, первый забыл. Твою мать. Сука. Как подсказку ее себе не запишешь. Да как наперстки. Раз, два, три. Пам. Центр. Дважды. Трижды. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Баст, карапузики. Полный контейнер крови. А нахуя? Его заморозить надо. Говно. Его в холодос надо сейчас запихать. Ну-ка, открывайся. И сюда. Нет, не подходит. Потом куда-нибудь пандорим. Уже дверь там. А, возле операционной я дверь открыл. Я посмотрим, что тут есть. Не, ну просто 3 подряд загадки. Ну их как нехер делать, разгадались. Ну как, вот с квадратиками я посидел, что-то кумекал. Но вот что-то со сфинксами не очень понятно, там где пришелец. Я думал, на пришельца звезда подойдет, нет, хера. Заперто с другой стороны. Кто-то ползет ко мне. Да, я бы записался, конечно, с удовольствием. Просто чтобы столько загадок заново не проходить. Квадро? Отче, что с вами случилось? У вас шок, нужно обработать ваши раны, пока вы не стекли кровью. Он потерял руку, нужно найти способ ему помочь. Я где руку-то дед потерял. На кровь тебе. Не работает. Деду кровь не нужна. Его дела. Нужно найти способ ему помочь. Сейчас мы как-нибудь старого залатаем. Погодите-ка. Это астрал. Рано. Тут прям написано то, что переливание крови, там вот эти вот все дела.
Так, мистер. Он упал? Он упал. Ох, нет. Сильно ударил? Нет, слушай, у меня по мне удар даже не прошелся. Ништяк. Вон еще кто-то есть. Ладно, давай с стволом пойдем. Желательно заряженный. Вон там второй гуляет. А все, тут больше никак, ничего не это. Да, слушай. Ладно, тогда чистим коридорчик. А теперь не досталось. Ну, как говорится, не все коту масленица. Разок можно и получить по щам. А чё у меня так много пленки? Когда я ее собрал? Окей. Тут сейчас врагов будет больше. Половина человеческого тела, накрытая простыней. Какие-то все недобитые, короче, валяются. Их всех накрывает. А света не дадут? О, мы сейчас старому. Я к этому не прикоснулся. Сейчас мы старому руку вот эту пришьем. Холодненькую. Я, конечно, будет не против. Я думаю, у него особого выбора, конечно, нету просто. Значит, мы из комнаты в комнату шастаем. Уборная. Уборной света нету. Какая романтика. Я думаю, пошли дальше. О, манекен пластик. Но он уже не это, не взаимодействующий. Ничего с ним не сделаешь. Так? Какой-то нужно самотык положить, что мортышки крутились. Ситуация. Что все пластиковые-то лежат? Бля, из комнаты в комнату просто шакалишь. Это я где-то вот здесь примерно хожу. Где вот эта комната? Дверь не заперта. Угу. Я по кругу просто прошел. На карте это, естественно, уже не отметится. Да. Потому что, наверное, там света нету. Поэтому не отмечается. Сюда никак. Пойдем старого еще. Ну да, наверное. Но все равно нет. Лучше пробежаться лишний раз вот тут еще раз. Может, выключатель какой или еще что-то. Она сказала, что не хочет прикасаться к этому, но может она это сделает в Австралии, либо
каким-то предметом. Возможно, там, где инопланетные, ну, где инопланетянин, сфинкс и оса. Там, возможно, другое. Типа у инопланетянина 4 конечности. Потом у сфинкса сколько, наверное, 5, 4, 5 и 6. Попробуем. Пока вот в голове это сидит, осталось. Потом уже полезем в астралы ваши. Так, где бы это могло быть вообще? А, это на первом этаже. Кстати, я лучше запишусь. Раз уж такая пьянка. Сохранение у меня тоже прилично. Оп. Болтать ничего не стало, значит никаких интересных событий не произошло. Я думаю, при комбинации крови с каким-то органом подслытому падре пригодится. Кровь это типа не финальный этот, как его, скальпель, кровь и которого на и конечность запросто могут пригодиться вместе в собранном состоянии, так сказать. Кстати, а я могу вот прямо сейчас комбинировать это дело? Не комбинируется. Хорошо. А еще раз попробуем подрючить вот ту самую дверь с 3 символами. Если нет, то просто надо другой ключ. Такой же, как этот, только он будет иначе выглядеть. Но как-то больше сдается то, что вот именно этот ключ на все двери. Просто ты должен типа сидеть и кумекать. Так, пришелец Сфинкса сам. Давай Асуму возьмем за шестигранник. Сфинкс мы возьмем за пятиугольник, а этот за квадрат. Нет. Сколько конечностей у пришельца неизвестно. Но сфинкс, я думал, 5 все-таки. Ну, типа считается хвост или башка там какая. Нет. Это как-то не так работает. Полезли в астрал. Что еще тут делать? Забыл. Так, второй этаж. Операционная. Но пока вроде тупиков нету, можно и в астрал сходить, потом уже подумаю, что же делать с этими ключами. Старый, тебе точно кровь не нужна?
Ну это ж подозрительно все как-то. Ну, зажжем. Пик. Пик. Ну, оказалось вообще в каких-то этих. Подожди, вот еще тут я не был. Я пулемет какой. Дадите поносить. Это мега-мега пушка вообще. Не открывается. Клик слова. Вообще никак. Вот вообще. Ухо замануха, короче. А как туда попасть-то вообще можно? Я у других проходов там вообще не вижу. Ну, калитку она и тут. Да, она ее не видит просто. Она закрыта, потому что с другой стороны. Поперли в астрал. Так, у нас две двери. Получается, вот это вот у нас будет тупиковая. Заперто. Ой. Это здесь не подходит. Давай скальпелем попробуем. Чик, чик. Ничего, да? Ни за что не заглянул внутрь. Ну да, я бы тоже так не сделал. Наверное. Заглядывать не хочет, а покатать его, нет? Что-то надо с этим манекеном сотворить такого, чтобы его рука на место встала, и тогда типа священником что-то тоже произойдет. Ну, послушать это вряд ли, конечно. Взаимодействовать только с рукой можно. Просто точно не подходит? Нет. Скальпель? Нет. Значит, что-то другое. Здесь вообще закрыто. Но тоже эту дверь не видает. Ладно, пошли сюда. Это не душевая такая? Вот эта крутилка для обезьян. Во рту статуи вставлен металлический цилиндр. Ну давай обрежем веревку. Чик. Скальпель еще остался в инвентаре, значит он пригодится. Свиток пергамента в декоративной металлической оболочке. Ну-ка, вот так вот. Как пишут. Похититель обезьян.
Голосом, лишенным колебаний, судья зачитал приговор, проворно скользя пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Мать обвиняемого лихорадочно написала что-то заглавными буквами на клочке бумаги и в отчаянии подняла его над головой. Прозвучал удар молотка, и жертву увели. Холодное лезвие неотвратимо опустилось на шею невинного. Это потом наверняка надо будет в виде загадки решить. Но если написано практически, ну, безумный рассказ, как бы, который к делу-то особо не относится, то, скорее всего, он, ну, с помощью этого, то, что там было написано на этом свитке, надо как-то решить головоломку. Пузырек, морфия. Молоток с деревянной рукояткой. Это даже не дверь. Ну как бы это дверь, но такой на нее не видит. Зачем молоток вообще тогда нужен? Чуть пока предметы дают, а куда их, чё? Тихо. Мистер Дробовичок. Че, он сразу сдох? Да ладно. Как угодно. Вот и рука для манекена. Я все-таки возьму дробаш. Хотя нет, не пойдет. Не везде есть свет далеко. Труп висельника в самодельной петле. Явное самоубийство. Ну, кто знает, может, ему помогли. Здесь вы управились. Здесь много всяких лекарств. Себе бы взяла, чё. Труп висельника в самодельной петле. Явное самоубийство. Хорошо. Замечательная тема, когда тебе дают много патронов для дробаша. Человеческое лицо помещено в рамку. Кто вообще до такого додумался? Ой, не знаю, может, Падра? Это свеска. Подожди-ка. Мне туда не пройти. Да, я только выключу зажигалку, ее сразу же начнет колотить во все стороны. Да, не может она драться с ней. Потому что света нет. Ну, давай вернемся к манекену. По-моему, тут он. Да, и священник же тут находится. Чик. Может, ему надо дать что-то еще? Здесь это не подходит. Ну, вряд ли. Ну, просто на составе одно вот единственное, что можно взаимодействовать. Вот этот состав можно треснуть по нему. Ёб твою мать, что мне его приклеить там? Сейчас сломал.
Между деталями все еще есть пространство. Так постучи по нему, я не знаю. Не подходит это здесь. Я отхожу, рука падает. А. Что ж тогда делать надо? Вообще взаимодействий никаких. Ну давай попробуем комбинировать с молотком. Нет. Может назад вернуться просто. Сейчас попробуем священнику предложить. Делаю это. Мужик, тебе рука не нужна? Нет, кстати, она вообще никак не работает. Ладно, пойдем попробуем что-нибудь с обезьянами решить. Виток такой тоже есть. Может быть, за это мне дадут какой-нибудь клей, там, я не знаю, чтобы рука у него не отваливалась. Типа, я так понял, то, что если пришпандоришь руку в астрале, то она прирастет у мужика в реале. Наверное, так. Так. Давай ставим вот этот самотык вот сюда. Похоже на подставку для студийского молотка. Ну ладно, и это сюда тоже? Это как-то рандомно должно происходить? Нет. Так. Надо прочитать. Похититель обезьян. Голосом, лишенным колебаний, судья зачитал приговор. Проворно скользя пальцами по крошечному выступу на поверхности бумажного листа. Может быть голос. То есть обезьяна с закрытым ртом. Как вариант. Закрытый рот. Пример. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Но может быть без головы. Может быть. Мать обвиняемого лихорадочно написала что-то заглавными буквами на клочке бумаги и в отчаянии подняла над головой. Что-то вроде руки над головой. Не знаю, там есть что-то такое. Прозвучал удар молотка, и жертву увели. Удар молотка — это то, что я стучу этим молотком. Холодное лезвие неотвратимо опустилось на шею невинного. Ну, может быть, шея. Ну, допустим, шея невинного, так и запишем. Ну, нужно будет решить загадку. С помощью вот раз этих. Так. Есть у нас мартышка рот, которая закрывает
Да. Вторая мордышка без головы. Может быть. Может быть. Руки над головой. Есть что-нибудь такое? Вот такое себе. Удар и шея. Тогда второй не очень по смыслу подходит. Он типа должен безумие как-то показывать. Я... Вот интересно, не сбрасывается. Всегда рандомно они встают, походу. Но она же явно не станет просто потому, что ты постучал молоточка. Она же не станет как игре надо, правильно? Странная загадка, конечно. Потому что непонятно, что они вообще, в принципе, тебе несут. Голосом лишенных колебаний судья зачитал приговор. Проворно скользя пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. Как это относится к фигурам обезьяньям, я что-то вообще не понимаю. Вот даже сначала с самого загадки не ясно. Голосом лишенных колебаний. Допустим. Это либо закрытый рот у мартышки должен быть, либо вообще любая поза. Дальше. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Там есть, где обезьяна рот закрывает, есть, где она держится за голову. Мать обвиняемого лихорадочно написала что-то заглавными буквами на очке бумаги, в отчаянии подняла его над головой. Но вот там нету такого, что руки-то над головой обезьяна вообще не поднимает. Удар молотка понять. У нас четвертая просто крутилка. Звучал удар молотка, и жертву увели. Холодное лезвие неотвратимо опустилось на шею невиновного. Ну это вот в духе Silent Hill. Загадочка. Второго там, я не знаю, может быть даже третьего. Второго скорее. Там что-то подобное было с висельниками. Так, ну допустим, она открывает рот, потом что-то про голову там, то есть она как-то фактически должна ее держать, я так полагаю. Потом руки вот у нее должны быть над головой. Но тогда вторая не подходит.
Просто знать бы, что каждый символ обозначает. Больше. Я просто рандомно сейчас натыкал. Комбинации вообще до хера. Но текст непонятен. Голосом лишенных каннибалий, приговор, просто проворно скользя пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. Я вот не совсем понимаю. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Возможно, это рот закрытый. Мать лихорадочно написала что-то заглавными буквами на листочке бумаги, отчаянно подняла в нем головой. А. Ну, может быть, вот здесь эта фигурка закрывает рот. Потом... Давай ее первой поставим. Потом... Но явно же две одинаковые фигуры не могут быть. Если это подходит, тогда это не вяжется по смыслу. Ёбань какая-то. Мы назад мартышек возвращаем. Чем вот эти две фигурки отличаются? Когда у нее руки на коленях, а когда у нее руки на животе. Это что, это олицетворяет безумие? Нет. У меня вообще идей никаких нету, просто как этих мартышек вертеть. Максимально непонятный рассказ какой-то мне рассказывают. Может, это трудности перевода? Голосом лишенных колебаний. Судья зачитал приговор.
Проворно скользя пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. Что из этого можно? Предложение перенести, скажем так, на изображение обезьяны. Голос, лишенных колебаний, пальцами по крошечным выступам на поверхности бумажного листа. Ну это... Ну как он может где угодно свои руки держать, типа на коленях или на животе. Ладно, пробуем закрытый рот, допустим. Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ судьи. Ну, вот это мне тоже непонятно. Что значит гневными движениями губ судьи? Максимально упоротая загадка. Просто с каким-то, ну не то чтобы набором фраз, но тут очень как-то все размыто. Если, допустим, с манекеном, там где точки, там нужно было там в сердце нажимать и все такое, еще куда не шло. Там было, в принципе, понятно. Но здесь тут уже начинаешь путаться со второй строчки. Вот как можно расценить картинку обезьяны на фразу «Адвокат защиты, казалось, был загипнотизирован гневными движениями губ». То есть опять мартышка закрывает рот, тогда не катит предыдущая фигура. Зато последнее еще более-менее понятно. То, что там этого виновного утащили с обрезанной головой. Вот такой-то, на шее там какие-то эти. Ну, решается она вот так. Я не знаю, как это работает. Я не понял этой загадки. И все. Второй степлер. Мощность регулируется. Это, короче, говорит о том, что мы сейчас степлером пришпандорим в астрале руку этому манекену. Геймпад отключился. Он где он находится еще. Ну да, все, надо к деду сначала прийти. Потом в астрал. Отсюда прям. Где-то что-то должно измениться. Причем манекен он где-то вот тут рядышком прям сидел. А, ну вот эта комната. Давай. Чик. И это сюда. Закрепляем результат степлера.
Этот степлер недостаточно мощный. Недостаточно мощный для чего? Удивительная херня. С чем его можно комбинировать? Ну, это понятно, что эти вещи не комбинируются. Тоже. Ну да, с этим явно тут ничего не будет комбинироваться. Рассмотреть. Может быть, что-то где-то тут надо... Я таким образом мощности ему добавил. Да. Все, прикрутили руку. Здесь управились. Пошли к деду обратно. Дед-то не тут, а где он? А, другая дверь. Все. Починили деда. Отче, вы целы? Каролина, дитя мое, это существо украло мою Библию. Вам лучше не двигаться, отче. В вашем состоянии нужно сохранять покой. Ты права, дитя мое. Не знаю, как благодарить тебя за заботу о моей руке. О чем это вы, отче? Я ничего не сделала. Но я ведь сам видел. Хотя, наверное, ты права. Я совсем запутался, но теперь я припоминаю, что руку мне обработал доктор Уильям. Доктор Уильям? Отец двойняшек Вайлдбергер? Он здесь, в особняке? Я не знал, что у доктора Уильяма есть дочери. Где мне его найти? Обычно он в своем офисе. Думаю, там ты его найдешь. Отправляюсь туда сейчас же. Надеюсь, он сможет ответить на мои вопросы. Погоди, вот возьми. Уверен, тебе в это пригодится больше, чем мне. Спасибо очень. Теперь мне будет спокойней. Да хранит тебя Бог, дитя мое. Электрический фонарь. Место зажигалки. Давай еще раз. Не подскажите, где расположен где расположен офис доктора Уильяма? В западном крыле на втором этаже. Спасибо, очень видите. Западное крыло, второй этаж. Вон он офис. Только там закрыто уже. Швейная комната. Тут коридор. Подожди, швейная же... Ладно, швейную комнату, допустим, я найду. Можно как-то еще и комбинировать. Ну, конечно, нет. Ай, ладно, хотя бы пистолет зарядить. Ой, бля. Одним лишний выстрел. Слушай, ну у него нагрудный фонарик прям этот, как в лучших традициях Silent Hill. Ну, деда мы починили. Починили. Зажигалка мне теперь не нужна, у меня теперь всегда фонарь горит. Давай-ка мы его осмотрим еще разок. Ничего нажать не надо. В принципе, что там нажимать, оно так работает. Я и пес с ним. Так, ну это не швейная.
Причем эти предметы у меня из инвентаря не исчезают. Они мне еще нужны будут. Не показалось ли что-то там шуметь ничего? Он кто-то катается. Вон он, блин. Бегун. Ну, хоть попадал я в него. Спасибо, я там. А где-то еще. Да? Тишина. Не, он там, он внизу просто походом. Отходи по одному. Где было получше-то? Видно будет. Вот ты урод, а! Все равно зацепить успевает. Отпрыгивать у него некуда было. И еще один. Ну, вы прикалываетесь, серьезно. Ну, в принципе-то что, очевидно, что мобов будет больше. Тихо, тихо, тихо. Блять, ты попал. Они если клешнями своими тебя не достают, то харкаться начинает, урода. Блин. Три моба, а сколько ресурсов ушло? Что делать? Чтобы у нас бабенца чуть подольше жила, чем 2 удара. Ладно, пойдем в офис посмотрим, да можно закругляться на сегодня. Что-то они там трещали, он где-то вот в западной части. Ой, из них. Западная часть понятия растяжимая. Вот может быть. Не, по-моему, про столовку вообще ничего не говорят. Это тоже ребус, связанный с ключом. Только как-то его надо накрутить, я не знаю. Пока что догадок не особо. Тут 4, 3, 7, нет, не знаю. Я об этом потом лучше подумал. Просто офис надо найти. Швейную комнату для начала надо найти. Рядом со швейной комнатой там будет его и офис. Или по карте.
Коридор второго этажа. Ну, тут уже швейная комната. То есть они меня отправили в закрытую дверь. Как туда забраться? Кстати, раньше, по-моему, в этой двери ничего не писалось. Она просто ее дергала и ничего не делала. Давно я записывался или нет? Ну да, давненько. И запишем. Какое-то существо оторвало священнику руку. То есть я, получается, записывался последний раз еще до того, как священнику руку, да, тяпали. К счастью, местный доктор по имени Вильям пришил ему замену. Я тоже не думала, что подобная операция возможна. А еще я выяснила, что Вильям – отец близняшек на фото. Нужно найти его офис и поискать там полезные сведения. Ну, это, как говорится, уже совсем другая история. Не знаю, как эту фишку открыть. Об этом надо думать. Может быть, ключ какой-то покрутить надо и пройти. Таких дверей еще 2 штуки. Не знаю, пока идей не особо. Чем по ресурсам? Кровь есть, стетоскоп, скальпель, молоток, степлер. Ну-ка, что это степлер рассмотреть еще раз. Да, он крутится. Ладно, я его закручу, а потом, может быть, и пригодится. В таком виде. Ладно, будем на этом заканчивать. Спасибо за поддержку, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии пишите.